Опубликован окончательный план завершения войны. Что в нем не так и сработает ли он, расскажем все в деталях. Полеты над Европой станут опасными? Что кроме дронов мешает гражданским самолетам? И какая европейская страна совсем закрывает свое небо? Казнь бывшего министра? Беспрецедентное решение суда. Кто будет следующий и что за преступление он совершил? Правила мобилизации меняются. С какими болезнями теперь можно подписать контракт? Детали нового закона вас удивят. Об этих и других самых главных событиях утро понедельника, 29 сентября. Самые важные и срочные новости, эксклюзивные подробности. Вы смотрите информационный выпуск «Нехта». Оперативно о событиях в России, Беларуси, Украине и мире. Раньше и понятнее других. Все, что нужно знать сегодня. Гражданская авиация в Германии в опасности. Рейсы могут начать отменять в любую минуту. В небе над страной GPS больше не надежен. Число сбоев выросло почти в 20 раз. Если в 2023-м пилоты фиксировали 20 инцидентов, то с января по август 25-го их уже 447. Как пишет немецкая пресса, речь идет о намеренном вмешательстве, глушении и подделке сигналов. Под подозрением российские суда с мощными передатчиками, которые курсируют в Балтийском море. Эти недавние инциденты наглядно демонстрируют, как минимальные усилия могут нанести максимальный ущерб критически важной инфраструктуре. Наибольшее количество случаев приходится на балтийские государства. Сбои фиксируются именно тогда, когда самолеты заходят в немецкое воздушное пространство. Ситуацию накаляют и инциденты с дронами по всей Европе. В последние недели неизвестные беспилотники фиксировали над Северной Германией, Данией, а также над военной базой во Франции. В Копенгагене из-за пролетов даже останавливали работу аэропорта, а министр обороны прямо назвал происходящее гибридной атакой. Дания, к тому же, закрывает небо для всех гражданских дронов. С понедельника по пятницу в стране действует полный запрет из-за визита лидеров ЕС и угрозы безопасности. Орбан сорвался на Зеленского. «Прекратите нас трогать», — написал венгерский премьер в X. Эмоциональная вспышка произошла на фоне скандала с дронами. Киев заявил, на границе зафиксированы аппараты, залетавшие со стороны Венгрии. По данным украинского генштаба, один из них дважды пересекал украинское небо над Закарпатьем, меняя высоту и, вероятно, ведя разведку промышленной инфраструктуры. Мы говорили с вами об этом в предыдущих выпусках, и вот есть реакция венгерского премьера. Венгрия является членом НАТО и ЕС. Украина давно бы уже рухнула без поддержки этих двух организаций. Президент Зеленский, при всем уважении, прекратите нас донимать. Зеленский публично поручил проверить все данные и пообещал, в случае повторения будет реакция. Ответ из Будапешта последовал жесткий. Глава МИД Петр Сиярто назвал заявление бредом и обвинил президента Украины в том, что он сходит с ума. Минобороны Венгрии тоже заявила, что информация не соответствует действительности. Ну а теперь Орбан лично включился в перепалку, делая ставку на союз НАТО и ЕС как на щит своей страны. Правда, уже в следующем выступлении премьер-министр Венгрии назвал ЕС воинственным альянсом. Но это уже детали, это же уже другое выступление. Как думаете, кто прав в этой ситуации, Орбан или здравый смысл? И почему венгерский премьер может одновременно и ругать ЕС, и прикрываться им? Пишите в комментарии свои ответы обязательно. Преступники рассекречены. Личности 13 российских офицеров, организаторов бойни в Буче, установлены. The Sunday Times вместе с юристами и расследователями ОСИНТ их нашли, а украинские спецслужбы подтвердили информацию. В списке генерал-полковники Александр Чайко, Валерий Солодчук, Александр Санчик, полковники Азатбек Амурбеков и Юрий Медведев, генерал-майоры Сергей Чубарыкин, Владимир Селивестров, Вадим Панков. Именно под их командованием действовали около 80 военных, которых подозревают в массовых убийствах. Буча находилась под российской оккупацией 29 дней. После освобождения были найдены тела примерно 500 мирных жителей. Десятки до сих пор числятся пропавшими. Расследование оставляет мало сомнений. Резня была системной операцией, а не эксцессами. Теперь имена тех, кто отдавал приказы, вышли на свет.
Быть министром вредно для здоровья, а если еще заподозрят во взяточничестве, то с жизнью можно прощаться сразу. В Китае бывшего министра сельского хозяйства осудили по делу о коррупции. Суд в Чанчуне установил, с 2007 по 2024 годы чиновник, пользуясь служебным положением, помогал компаниям и отдельным лицам получать подряды, должности и выгодные контракты. За это наличные и имущество через посредников. Общая сумма откатов превысила 268 миллионов юаней. Это около 37 миллионов долларов. Приговор звучит жестко – смертная казнь. Но исполнение отсрочено на 2 года из-за признания вины, сотрудничества со следствием и возврата большей части украденного. Кроме того, Тан пожизненно лишен политических прав, а все его имущество подлежит конфискации. Еще один громкий сигнал от Пекина – показательная порка, антикоррупционная метла продолжает выметать чиновников высшего уровня. А как вы относитесь к высшей мере наказания за коррупцию? Обязательно напишите свое мнение в комментариях. Россияне осваивают новые болезни. Минобороны РФ решила поменять правила для ограниченно годных. Новый законопроект расширяет список болезней, при которых нельзя заключать контракт в армии во время мобилизации или военного положения. Список вырос с 26 до 35 пунктов. Теперь к числу исключающих заболеваний относятся не только диабет, астма, гипертония, психические расстройства, эпилепсия, ВИЧ и туберкулез, но и врожденные аномалии, широкий спектр сердечно-сосудистых недугов, последствия переломов, деформации кистей и стоп, глазные и челюстно-лицевые патологии и снижение слуха и проблемы с вестибулярным аппаратом. Предыдущий приказ был подписан Сергеем Шойгу в сентябре 23-го. Новый документ Минобороны выложили на общественное обсуждение. Фактически военное ведомство признает, даже в условиях мобилизации далеко не все готовы и пригодны к фронту. Удивительно, теперь часть ограниченно годных получит официальный запрет на контракт. Правда, подтвердить его, скорее всего, теперь будет сложнее. Ну и взятки вырастут. США берут на себя роль арбитра и гаранта с контролем над выполнением будущих договоренностей. Трамп обещает, аннексии западного берега не будет и говорит, что у него есть план по Газе. План, который, к слову, уже обнародовал телеканал Аль-Адад. Вашингтон требует немедленного прекращения огня и освобождения заложников в течение 48 часов. Далее разоружение Хамас, амнистия для тех, кто откажется от насилия, и выезд за границу для остальных. Газа временно перейдет под управление квалифицированных палестинцев, кто бы это ни был, при международном наблюдении. А безопасность обеспечат арабские и международные силы. Израиль начнет поэтапный вывод войск. Подобные договоренности могут сорваться в самую последнюю минуту. Поэтому, несмотря на мой оптимизм, я сохраняю осторожность. Пусть дипломаты продолжают работу. Наша позиция очень проста. Мы хотим, чтобы все заложники вернулись домой. И мы хотим, чтобы Хамас больше не представлял террористическую угрозу для государства Израиль. США возглавят восстановление инфраструктуры и больниц, гуманитарная помощь будет распределяться под контролем ООН, в пакете еще идет обмен пленными, освобождение палестинских заключенных после возвращения израильских заложников. В перспективе возможны переговоры о создании палестинского государства, но только после реформ. Трамп на встречах с арабскими лидерами уже заверил, Вашингтон не позволит Израилю аннексировать западный берег. Лукашенко переживает о своей безопасности после заявлений со стороны НАТО о том, что любые объекты, которые нарушат воздушное пространство Альянса, будут сбиты. Страх настолько велик, что стал переживать, что и он вдруг снова нарушит. Что они собьют на нашей территории летательные аппараты, самолеты, вертолеты и так далее. Ну, допустим, Беловежскую пущу. Я туда часто летаю, это вот совсем на границе с Польшей, ничего, вертолет президента собьют или там какой-то военный вертолет сопровождения. Так ответ же пролетит мгновенно. Это же не война в Украине. Как и вся российская пропаганда, он не дослышал, додумал и решил, что теперь НАТО будет сбивать вообще все. Но ведь таких заявлений не было.
Москва прощалась с Кеосаяном, и сцена больше напоминала кремлевский фарс. На похоронах путинского пропагандиста рыдала Маргарита Симонян, ее буквально вели под руки. Венок прислал сам диктатор. У гроба собралась привычная компания: Владимир Мединский, Мария Захарова, Филипп Киркоров, вечно не в ту дверь, и Евгений Петросян, комик настолько смешной, что как раз для похорон. Самое главное, я об этом уже говорила, он был фантастически добрым человеком. Много сейчас говорят о его профессионализме, о его гражданской позиции. Но не каждому было суждено, к сожалению, почувствовать его фантастическую доброжелательность. У него была нереальная энергетика добра, фантастической радости. А ведь и правда, радость и доброта так и лились с каждой угрозой. Рассказывать сейчас и оперировать такими фразами, как «братский народ», по отношению к украинцам вредно, потому что это путает людей, которые на передовой. Ну, вы же не можете себе представить такую картину, когда боец наш после взрыва снаряда говорит: смотри, братья опять прислали снаряд, 2 моих друзей убило. Ну, какие они братья? Они не братья, они враги. Братьями они, может быть, снова станут после того, как мы победим, и будем их лечить. Церемония выглядела как сборище пропагандистского клана с пафосом, слезами и обязательными кремлевскими атрибутами. Его будет очень не хватать. Отдельное спасибо, что досмотрели до конца. Спасибо за ваше доверие. Жду развернутых комментариев, лайков и репостов. Это важно, чтобы нас становилось больше. На этом пока все. До новых встреч и хороших вам новостей.